Всем привет и добро пожаловать на очередную серию по разработке клона Left 4 Dead. И сразу перейдем к делу, не буду вас томить. Ради эксперимента в сентябре 2024 году был сделан обычный порт ПК-версии, который поддерживал лишь управление геймпадом либо подключаемой клавиатурой с мышью. Экран мог воспринимать только LKM. В принципе, на этом эксперименты были оставлены. В конце января 2025 года я обновляю мобильную версию до актуальной ПК-версии. Вырезаю из управления геймпадом и клавиатурой, добавляю экранное управление. Вот как оно временно выглядит из-за использования обычных квадратиков, чтобы не заморачиваться с иконками. При составлении данных элементов я, конечно же, не учел удобного расположения кнопок. Есть хороший пример в виде PUBG Mobile с его индивидуальными настройками, а как считаете вы, на что мне следует обратить внимание изменения мобильного управления? На данный момент мобильная версия все так же, как и всегда, попросту ждет отправной точки для получения глобального обновления от ПК-билда. Ее будет доработка оффлайн-режима, который сейчас на этапе разработки. Напомню, что делаем это из-за ограничений бесплатной версии Фотона, поддерживающей 20 игроков онлайн одновременно. Большой и длинный разбор обновления ПК-билда, который перекочует на мобилки. Опять с последнего видео было много микропатчей, микрообнов, которые в совокупности дали мини-клону мини-шаг в большом обновлении для вас. В большинстве случаев почти каждый день происходит что-то из этого. Это может быть какие-либо новшества, которые есть в оригинале, но так и не перекачивали сюда. Также не забываем, что при добавлении чего-то нового это почти всегда приводит к неожиданному поведению для меня, поэтому фиксы багов происходят чаще, чем вы о них слышите, и даже сейчас, когда вы смотрите это видео, то скорее всего я сижу и пытаюсь что-то исправить. Хорошо, давайте уже перейдем к самому рассказу, и почти все изменения в ходе разработки я записываю, естественно, чтобы рассказать их на видео. Добавлены последние официальные кампании, а это значит, что это приближает нас к скорому выпуску в ранних доступ, и хотелось бы добавить, что крайние кампании вышли плюс-минус неплохими, а вот самые ранние, которые я сделал в самом начале разработки, потребовали некоторого косметического ремонта, поэтому ими я все еще занимаюсь периодически, чтобы они не уступали по качеству с крайними кампаниями. Добавлены разнообразные обычные модели зомби и случайный вариант их расцветки, что увеличивает какое-никакое разнообразие в их внешнем виде. Да, я помню о специальных зараженных. Добавлено откидывание игроков при ударе танком. В процессе разработки также откидывание авто, погрузчиков, контейнеров и бревен. Добавлена система спавна оружия и орудий ближнего боя в оригинальных местах игры прародителя. Переделана система работы с объектами для переноса их игроком, такие как канистры, пропан и кола. Переделана система нокаута и гибели игрока.
Включен урон от падения с высоты. Добавлена карусель меню, теперь тут можно что-то спрятать. Добавлен режим со случайными уровнями. Примечание: через одно прохождение уровни не повторяются. Добавлен режим с медленными зомби. Примечание: 3 вида зомби: бегуны, ходоки, ползуны. Добавлена система спавна обычных зомби наперед игрока. Добавлена система отключения точек спавна близко к игроку. Добавлена система музыка танка в зависимости от карты. Добавлено объемное освещение. Переработана система дождя. Надеюсь, в очередной раз я не забыл упомянуть о всех изменениях. А теперь стоит добавить те обновления, которые у меня остались. Под сомнением, они все еще есть в игре, но у меня есть к ним вопросы. Конечно же, некоторые из вам покажутся более чем разумны, но не поспешил ли я с их добавлением в игру? Добавлен уровень профиля и специальные способности, они же перки. Добавлена таблица счета убитых обычных зомби в реальном времени. Добавлена система знания, зомби медленно идут в предполагаемое местонахождение игрока. Добавлена система отключения всех игроков при выходе создателя. Не обошлось и без темных дней, когда я вырезал из игры интересные штуки. Пул зомби. Он работал, но только он доставил мне немало хлопот. Эта штука — метод оптимизации, который заключается в повторном использовании сущностей вместо того, чтобы создавать и уничтожать их каждый раз. То есть когда-то тут была оптимизация, но для офлайн режима в будущем можно вернуть ее обратно. Анимация вставания зомби при первом появлении. На деле звучит очень даже неплохо, в редких случаях анимация зависает, да и программная реализация требуется менее затратная. Появление и исчезновение зомби через прозрачность. Как выяснилось при работе с материалами объекта, Unity не любит оптимизировать прозрачность. Можно вернуть как отдельную опцию, выглядит все же красиво. Частичная загрузка следующего уровня во время игры. Это была мега безумная идея — держать следующий уровень наготове и, заходя в убежище, оказываться на следующем уровне. Ну разве не круто? Но куда день фирменный экран загрузки с таблицей? Игровые персонажи, не связанные с Left 4 Dead, но это скорее чистка мусора. Игроки не всегда были такими красавцами, а всего лишь пару кубиками и случайными бесплатными персонажами. Их можно заметить в видео о мультиплеере. Багфикс, думаю, можно не озвучивать, а сделать отдельный пост на моем новом канале на Бусти. Хотелось бы успеть к моменту написания этого текста сделать какую-никакую демо-версию с офлайн-режимом, но надеюсь, когда вы это смотрите, то я уже додумался переозвучить этот фрагмент. В планах на будущее, конечно же, специальные зараженные, как идея, это вырезанные специальные зараженные. Система для побег с финальной карты, аналог системы убежища, это больше пометка для меня, доработать также меню и многое другое.
Не хотел бы раздувать эту тему, так как сам ее не очень долюбливаю, это ранний доступ. Как и упоминал ранее, появление на Boosty в открытом бесплатном доступе для скачивания, в первую очередь, это мобильная платформа. ПК тоже, если спрос будет. А для тех, кто захочет поддержать материально, будут дополнительно видео и фотоотчеты с этапами разработки, ну и по классике доступ к обновлениям раньше всех. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Увидимся в следующих видео. Всем пока!